Почему BMW сзади не тройка? Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Falcon Top. Меня зовут Сергей, и мы начинаем. Сегодня мы смотрим обзор на автомобиль E30 BMW. Я не думаю, что ему 50 лет, но в видео написано, что на 50-летней машины они делают обзор, делают реставрацию. Вот. В общем, не переключайтесь, поехали, посмотрим. Ну, пока ничего такого, он просто осматривает, все ли на месте. Камни лежат, кто-то, ну, видимо, стекло били. Колпаки шевролетовские. Да, чуть перемотаем, пока он разбирается, что внутри. Это не самое интересное. Дверь не открывается. Но ручки все на месте, я удивлен. Первое, что ломается, это ручки. Стеклоподъемники электрические, машина на механике. Как мотор BMW выглядит? Ну-ка, одну секундочку. Сейчас мы посмотрим, как мотор BMW выглядит. Так, BMW E30. Мотор. Почитал комментарии. И так. Один и 6, может быть. Ну да, тут мотор интересный какой-то. Видимо, не... хотя вон что-то есть. Нет, не похож. Ну, в общем, как будто мотор не с BMW. Я таких моторов не видел вообще. Карбюраторные, видимо, может быть, что-то переставили туда, конечно. Но будем надеяться, что... Вот уже разборка началась. Ну, пускай пылесосит пока, да, мы сейчас чуть-чуть листанем вперед, чтобы понять, что он там показывает, насколько она гнилая была, да, мне показалось. Зеркало сломано, двери сняты. Багажник открывается. Ну, тут вроде ничего такого критичного, собственно, и нету. Как будто бы. Так, багажник, капот, все снимает. Лобовое снимает. Ну, тут человек лобовой снимает уже более-менее компактно, эстетично, без всяких лишних там молотком пробиваний. Все резиночки снял. Она, кстати, неплохо сохранилась, я вам скажу. Сейчас в России, например, таких вообще не найдешь. Так, эту сломал, выбил. Резиночки снялся. Сейчас он ее, наверное, мыть будет, скорее всего.
Ну, все сиденья на месте. Какая-то... Это пепельница, по-моему. Да, наверное. Я прям листаю максимально быстро. Он разбирает приборку. Снял подушки почему-то. Наверное, будет пересобирать сиденья, скорее всего, будет. BMW в целом в хорошем состоянии. В смысле, он... А он что до этого снимал? Приборку уже снимал уже. Показалось, наверное. Так, приборку снял. Трубки все снял. Так, руль. Что тут с рулем было? На хомутиках все, чтобы не развалилось. Понял. Четко. Так, ключи есть, что самое интересное. Брошенная машина, ключи внутри. А что это было? Он откручивает рулевую колонку. Так. Это... Это, по-моему, был испаритель кондейный. То есть на этой машине еще и кондей есть. Так. Давайте чуть мотнем еще, потому что... Она, кстати, в шумке вся была. Так, грязь. Опа, что это такое было? Ну, тут чуть подржавело, как бы, ничего страшного. Землицы, ничего, нормально она там с собой возит. Это чтобы зимой, если она попадет куда-то в северную страну, присыпать просто лед. Снег присыпать, чтобы выезжать в задний привод. Вырывает всю проводку. Зачем-то. Всю косу достал. Она вся в шумке обклеена. Неужели он будет это снимать? Сломал, по-моему, пластик с боков. Боковой пластик, по-моему, сломанный. Да. А может нет, может он такой и должен быть. Так, ремень снял. Так, хорошо. Дальше что у нас? Ну, то есть он всю ее разбирает. На ней люк еще, не обалдеть. Я смотрю, моторчик на крыше. Ну, это можно не оставлять, просто отрывать. А люк-то там какой? Металлический, что ли? Так, он отсоединяет, что это такое? Блок предохранителей, получается. В котором нет предохранителей. И ничего вообще нету, там пины голые просто торчат и все. Да, это похоже же на блок предохранителей. Так. Ну, моторы я что-то такого не видел на BMW, если честно. Вентилятор сильно близко стоит к радиатору. Ну, как будто при вибрации двигателя, как бы он его не задевал, так скажем. Насос ГУР, точнее, бачок ГУР отсоединяет. Угу, угу. Так. Вакуумные всякие трубки. Сигнал звуковой. Тачка опять вся в шпаклевке, господи.
Так. Это держатель капота, который, ну, механизм открывания капота был. Решетка, ноздри. Так, фары. Где-то целые фары, где-то не целые фары. О, здесь прям блоком снял. Ну, тут, видимо, с этой стороны целые они, а с той стороны они были повреждены. Потому что там стекла разбиты, и не только. Зеленый антифриз, кстати. Свежий. Свежий зеленый антифриз. А тут уже желтый антифриз. Он одну машину разбирает или две? Радиатор кондея он снимает. Так, что это у нас? Трубка гидроусилителя, шланг гидроусилителя высокого давления, скорее всего. Так, поехали. Радиатор снят. А, нет, это был радиатор кондиционера, скорее всего, радиатор и трубки кондиционера были, шланги. Уже переделанные, судя по всему. Так, колеса. Домкрат как-то ненадежно стоит, честно говоря. Колеса он снял. А на что? Зачем он их снял? Красить будет? Так, гуся принесли. Пока несли гуся, он, видимо, отсоединил коробку, или он вместе с коробкой достанет. Да, каким-то волшебным образом это все произошло. Рейка рулевая. Изнутри почему-то снята. Так. Стойки. Амортизационные снял. Целиком причем. Ну все, пошла реставрация. Разборка прошла успешно. Почти разборка. Вот сейчас еще доразбирает он карты двигателя. Там подъемники электрические, кстати. Снимает ручку. Снимает подъемник. Так. Все рабочее. В рабочем состоянии. Просто мотор неизвестно, работает или нет. Так, это стекло было раньше. А провода он что, обрезал, что ли? Он обрезал провода? Ну ладно. Ему виднее, конечно. Так, штекер. А, там электрические зеркала. Ничего себе. Не часто такое встретишь. Вот рейка, которая держит стекло обычно. А, провода, да, обрезанные.
Обалдеть. Как же жалко. Еще в том месте, где они обычно сами ломаются. Так, молдинги все снял, резинки все вытащил. Так, молдинг. Блин, это самые противные молдинги, на самом деле, которые есть на машинах. Они очень такие, короче, очень сложно снимаются всегда. Пошла реставрация. Так, проверил на плоскость. Все. На ребристость. Здесь прям видно, что там жопа. Но он снял дверь и отдельный элемент делает. Это только плюс. Ставлю лайк. Ну, справедливости ради, он здесь прям качественно делает. Ну, и шпаклевку наносит не просто так. Правда, он полностью все равно дверь зашпаклевал, но она хотя бы ровная стала. Единственное, ее шпаклевки тут очень много, как будто бы. Странно, он как-то пульверизатором очень слабо красит. Это грунт или краска уже конечная? Как будто наплевал. Во, а сейчас красит, да. Это он, видимо, подготовил, так скажем. Но выглядит хорошо, на самом деле. Лучше, чем я до этого видос смотрел. Он его а, полирнул нулевкой. И подкрашивает еще раз, прокрашивает. Ну, дверь, справедливости ради, относительно ручки, конечно, которая, ну, не красится так. Ручка красится отдельно. И, ну, если ее и красят. И весь элемент ручки, который подвижный, его надо разбирать и снимать. Иначе это будет неподвижная часть станет. Ладно, он блокирует или... Ну, лаком, наверное, покрывает, скорее всего. Ну, кстати, хорошо сделано. Прям дверь выведена неплохо. Нету вот этих вот ребристостей. Как будто даже хорошо сделано. Ручка... Тут вопрос. Если ручка покрашена и оставлена на автомобиле, то это не будет открываться. Этот элемент надо снимать, разбирать, красить отдельно, потом собирать. И тогда это будет и работать, и подвижным будет. Так, перешли к капоту. Какой-то тонкий молоточек у него для капота. Хм. Мне иногда кажется, что вот сейчас он просто стучит просто так. Ну, не впрямляет ничего, просто постучал и все. Вот почему это не сделать, например, молоточком, которым он сейчас делал? Ну, мятину он не выпрямил.
И тут еще момент, тут он припоелся и молотком все отработал. Все, пошло дело, шпаклевка на месте. Но шпаклевкой он умеет работать, прям видно, что он и выводит все, и шпаклевки немного наносит. И здесь, правда, как будто больше шпаклевки, чем до этого было. Но заморочился, прям хорошо дверь сделал, мне понравилось. Капот я бы не стал использовать вот эту вот припайку, чтобы мятину убрать. Ты можешь, во-первых, у тебя элемент снят, во-вторых, ты можешь на месте это все выбить. О, покраска пошла. Неужели впервые в жизни я увижу по кузову хорошую машину в сложных условиях покрашенную? Ну, в таких условиях, где нету деталей новых или бэушных. Ну, кстати, вот тоже капот. Капот тут он молодец, он проверяет все и на плоскость тоже, и они ее покрасили предварительно, потом шлифанули ее, потом вторая покраска идет, судя по всему. Черный цвет. BMW, видимо, черная будет. Вот он третий слой наносит, но очень почему-то быстро он наносит третий слой. А вот это лак. Вот это лак, он проходит лаком сейчас. Все, прошел лаком. Еще раз проходит лаком два слоя, второй слой. Ну вот, кстати, надо непрерывно вести. То есть ему надо было повесить капот вот так вот в таком положении и красить его полностью сразу. Иначе у него вот этот стык, где он начал красить до середины и остановился, а потом дальше продолжил, будет там стык. Ну, ощущение будет, что там было... Разбор коробки идет тем временем. Так, купол снят почти. Так, купол снят. Крышка первичного вала снимается. Вообще выглядит как коробка рабочая. Здесь нету сгнивших деталей, по крайней мере. Да, выглядит хорошо. Чистить надо было тогда, когда перед разборкой. Чтобы грязь не попала внутрь, наверное. Так. Так, это механизм выбора передач, скорее всего. Масло. Масло желтое, Декстрон 2. Какой Декстрон 2? Это механическое масло, 7590 какое-нибудь. Желтое. Ну, все правильно, да, это же механическая коробка. Так, это у нас какие-то клапана были. Так, механизм выбора передач выскочил, но это ничего страшного, нам это и нужно было. То есть он разбирает коробку, изначально, видимо, зная, что что-то в ней не так. Но я не вижу пока никаких нюансов. Шестерни все целые. Крышка, вот он снял ее в нормальном состоянии. Шток. Так, быстро очень разбирает. Это хорошо. Короче, он просто ее помыть решил. Судя по всему, потому что... а, ну, давайте пропустим мойку. Мойка нам не сильно интересна. Покраска это прям вообще чудо. Чудо. Да, снаружи шестерни целые все, поэтому... Да с коробкой, с механикой обычно ничего и не бывает.
В большинстве случаев бывает не с механикой, с автоматом, если там... Хотя старые автоматы тоже довольно-таки надежные. Это сейчас вот новые, они более там для экономии топлива сделаны, там для таких моментов. Так, это он собрал. Порезал крышку чуть. Намазал смазку. А что это такое? Подожди. Он обрезал его. Крышку-то он обрезал, ё-моё. И она там внутрь попала. Что это, блин? Какого хера вот это вот происходит? Вот, крышку он просто одел туда. Ну, вот это вывалится просто. Оно сейчас там на смазке держится, оно просто выскочит у него. Вообще лучше бы тогда не трогал эту фигню. Вообще подшипник так не разбирает. Ну как, его можно разобрать, но ну вот так вот обрезать кромку, которая заходит внутрь подшипника, чтобы держаться там. Как будто не нужно так делать. Тогда лучше бы вообще не трогал, иначе сейчас крышка эта слетит и все. И... Так, все обратно собрал. Герметиком намазал. Молодца. Герметиком намазал, это похвально. Так, коробку они сделали. То есть вот он купол одел обратно. Коробка покрашена в идеальном состоянии. Офигенно. Передачи переключаются, наверное. Задний мост. Он его тоже будет разбирать? Или нет? Нет, разбирает. Снимает задний мост с карданом. Так, привод. Так, откручивает флянец, который держит сальник привода. И, видимо, ось он держит. Там подшипник, по-моему, какой-то он сейчас снял. Нет, просто сальник. Так. А с двигателем все в порядке, я так понял. Ну и с коробкой было все нормально, не знаю. Тогда смысл разбирать было. Так, открутил сливную заливную. Но не сливал масло. То есть с коробки он слил масло, а с этого нет, да? А что с ним не так-то? Зачем его разбирать было? Там довольно-таки надежные задние мосты на таких машинах были. Короче, это опять мойка очередная, покраска. Так, а что если мы это чуть листанем? Так, покраска, все на месте.
И вот он сейчас покрасит, и, скорее всего, она не влезет туда. Там же она заподлицо, там специально она запрессована, чтобы она не текла. Ну, вот эти две муфты, которые держат сальники приводов. Он проверил, ладно, вот, он как раз этим занимается, он герметиком намазывает и как-то хреново намазал. И она не входит у него просто. Не, входит, смотри. А болты что не покрасил? Ну, раз уж покраской занимаешься болтами. Болты покрасил бы, да и все. Ладно. А ему надо попасть. О, попал. Такой чисто забивает, у него там видно, что вот эта часть, край просто лежит внизу. Он забивает эту штуку, вбивая ее вот в этот выход на вал. И вуаля, бам, все стоит на месте. Волшебник? Да, блин, ну, короче, нет слов. Ладно, что он там дальше? А двигатель будем разбирать? Это я очень хочу двигатель с вами разобрать. Как у вас там обстановка будет? Болты все грязные, все черные, все ржавые. Странно, что он их ничем не покрасил. С учетом того, что у него резинка, которая сайлентблок, который держит задний мост, весь покрашен. Видимо, чтобы не было видно растрескиваний там или еще чего-то такого. Хотя, да ему ничего и не будет, наверное, потому что пофигу. Ну, краска полопается, просто слетит с него, с этого сайлентблока, если он там будет в движении. Если она вообще куда-то поедет. Все, он собирает обратно привода, все работает, все крутится. Молодца. Вопросов нет, зачем разбирал? Кто-нибудь знает? Ну, чтобы что? Офигеть, там болты огромные стоят. Офигеть, болты огромные. А зачем такие-то? Ну, нельзя просто их обрезать, что ли? Болгарки нету? Возьми болгарку, обрежь вот эти болты и все. Там болты просто огроменные. О, двигатель пошел. Понеслась. Вентилятору пизда. Виска муфта с пружинкой. Пружинку снял. А зачем он разобрал виска муфту, кто знает? Никто не знает. И я тоже не знаю. Понеслась. Снял шкив с насоса Гура на шпонке. Помпа, шкив. Ролик натяжной. Так. Офигеть, он быстро это делает. Я даже не успеваю за ним. Это насос Гура. Ну, гидроусилитель руля. Он зачем-то его разбирает и достает из него элементы. Так. Это термостат. А где термоэлемент? Я что-то не могу понять. Это же термостат, я правильно понимаю? То есть здесь должен быть термоэлемент, который пускает по второму кругу антифриз. Чтобы сначала машина прогрелась, а потом уже там для всего остального. Что с камерой? А потом для всего остального это, ну, охлаждение происходило. Термостата нету, но он и не нужен, судя по всему. Карбюратор долой. Проставка. Пускной коллектор.
Выпускной коллектор. Прокладка есть, кстати. Вот что самое интересное, есть прокладка. А, стоп. Стоп, стоп. Может, вот это вот термостат, кстати. Он, кстати, ему хана, по-моему, если честно. Но там нету элемента. Ну, может быть, они без него ездят. Тоже там же жарко, наверное, у них. Все заглушки снял, всю помпу раскрутил. Вообще термостат здесь должен стоять, скорее всего. Помпа крутится. Помпа вообще похожа на джеймовскую, если честно. Как будто мотор не BMW ни хрена. Я старые моторы BMW никогда не видел в глаза, но такого не видел ни разу. Так, кронштейны снимаем. Это, видимо, бензонасос. Или что это, да? Что это такое было? А, это типа клапан масляный какой-то. Передняя крышка, видимо, с цепью. Да, цепочка. Так. Головку он открутил. Блин, вот здесь должно быть написано, что это за мотор, но нам, видимо, не покажут. Но это, видимо, не BMW мотор, судя по... Ну, я не помню, чтобы со штоками они были, если честно. Для кулачков. Так, сцепление снимаем. Корзине пизда просто. Вот ща. Мне показалось, наверное. Лепестки не двигаются. Все, это корзине хана просто. Она не прижимает, значит, диск. И это говорит только о том, что ты не включишь передачу. Ты не сможешь отжать сцепление. Отжать корзину ты не сможешь. Ну, корзины сцепления ты не сможешь отжать. Потому что оно не прижимается полностью. Обалдеть, как быстро. Он просто на максимальной скорости. Так, снимает крышку поддона. Поддон. Масляный приемник. Ну, вроде таких вот видимых повреждений каких-то я особо не вижу. Тут, в принципе, мотор, видимо, рабочий. Масляный насос снял он. Откручивает он шатуны. В хорошем состоянии мотор, сразу видно. Есть зеркала, вроде все четко. Бугеля на коленвал он тоже откручивает. Так, смотрим сразу. То я тут уже видосов насмотрелся. Поршня с кольцами. Поршня с кольцами. Кольца есть. Все целое. Вроде как. Масляный насос он откручивает. Разбирает. Крышку масляного насоса. Так, почистил. И все, чистка идет. Идет чистка. Очень хотелось бы понять, что за двигатели на этой машине стоит. Но я не знаю, что это за двигатель. Все покрасили. На скорую руку, все с баллончика, без проблем. Вопросов нет. Баллончик красава, хорошо красит, потеков нет.
Не, это мы не торопимся сегодня. С поршнями аккуратненько. Так, он раз. Так. Ну тут вроде кольца есть. Или нету? Есть и кольца есть. Вот. Вот тут вот кольца есть. Но вот так вот оно, конечно, не зайдет. Он все кольца расхуярил сейчас в этот момент. Но есть же оправка. Возьми, сожми кольца и подбей молоточком. И все. Маслица он добавил. Вкладыши, я так понимаю, хорошие, судя по зеркалу на коленвале. В принципе, все, тут вопросов нету. Единственное, есть борозда на сальнике коленвала заднем. Ее можно было бы чуть-чуть шлифануть, прям слегка, чтобы оно не задирало сальник. Но тут похуй, сальник-то все равно покрашенный, скорее всего. Вот, и смотрим. Смотрим самое главное. Он одевает насос, масляный приемник. Масляный насос, масляный приемник. Просто прикручивает какие-то болты, которые я... там кронштейн какой-то, вижу. Видимо, цепь, которую держит. Так, вставляем крышку. Закручиваем крышку. Передняя крышка на месте. Вот, картина стала почти полной. То есть с этой стороны можно уже поддон ставить. А с той стороны пока еще нельзя, потому что нету заднего сальника коленвала. Вот сейчас посмотрим, насколько... Так, молодца. Угу. Так. А, ну, видимо, там метки есть, судя по тому, что я вижу, потому что... Подожди, сальник там на этом, все правильно. Передняя крышка с сальником. Так, болтики, хорошо, все закручивается. Но тут, по-моему, нюансов особо не должно быть. Там с двигателем проблем не должно быть. Вроде кронштейна, подушек двигателя. Вот. Да пошел ты в жопу. А ну стоять. Полиция нервов. Проверяем. А как он крышку вот здесь закрутит? Кто-то знает? Вот, блядь, два болта вот этих, как он крутит? Это, бля, последовательность действий отсутствует. То есть он закрутил переднюю крышку. Вот эта часть у него стала цельной. Вот здесь герметик должен быть полностью на крышке. У него его нет. Ну, я насколько понял. Подождите, ну-ка. Он намазывал? Намазывал. Здесь есть герметик, но что это, блядь? А вот здесь течь будет, да? Вот в этом месте. Ебать он герметик намазал, на отъебись просто. Главное, ну было же. Значит, герметик там есть. Хуйня. Все это потечет. Так, это все потечет, понятно, ладно. Тут мы уже поняли. Переднюю крышку он вставил зачем-то. Кронштейны поставил. Ставит поддон. Поддон некуда закручивать. Вот здесь... Ну, здесь есть куда, да. Хуяк сальник стоит. А как так? А как это вышло? А почему зазоры такие с сальником? А как сальник попал на двигатель, блядь? Ладно. Ладно, наверное, я дурак. Сначала ставится поддон, а потом сальник. Ну, закрутил и закрутил. Хер с ним. Пофигу. Так, герметик намазал.
Так, выпускной коллектор, все на месте. Все поженилось. Трубочку очень удобно проставил сейчас. Помпа покрашена, но не стреляет. Так, кронштейны пошли в ход черные. Масляный стакан прикручивает. Ага. Сейчас мы выясним, что это за мотор, походу. Или нет, ну-ка. Когда он... Оп. 3Y07174. Что за мотор? Ну-ка проверяем. Так. Так. Мотор вот этот стоит. Это мотор тойотовский 3Y называется. Поехали. Вот мы и выяснили, откуда мотор и что с ним. На BMW E30 стоит мотор тойотовский. На карбюраторе, не знаю, может они, ну, умельцев много, может быть, поставили нормально. Без проставки поставил или что это такое было? Он его без проставки поставил. Там же проставка, чел. Смотрите, как болт насколько вылазит. Проставку забыл поставить. Ролик на месте, все на месте. Болт на месте. Скажете, я задрот? Да, я задрот, но мотор-то тойотовский. Вот, кстати, вот на о корзине. Видите, лепестки не сложились, когда он притягивал. Вот он притягивает, лепестки не складываются. Это говорит о том, что машина уже никуда не поедет. Ну, снаружи неплохо выглядит. Но это, по-моему, не та BMW. Я как будто яичный ролик смотрю. Почему BMW сзади не тройка? Они просто любую машину взяли и видео засняли, что типа все готово или как? Ну, типа никто не поймет. Жопа как будто от семерки, если честно, старенькой. Так, воспользуемся. Так, BMW, да. Э, Так, Е38, а какая до этого была? Так. А до этого BMW была... Так, такая, да? А если 87-го года? Во. Кажется, нашел жопу, от какой машины они сняли.
Это серьезно семерка BMW. Так, я сейчас покажу. Сейчас картинки откроем. Да, это буквально вот она. Вот. Вот она. Вот она жопа. Вот. Это семерка BMW. Интересно. Так. А морда... Кстати, я морду не посмотрел. Это морда... А, типа по... И морда тоже семерки, кстати. Вообще другая машина. Окрасили они в черный, а она серая. Результат налицо. И они едут не в BMW трешке. Они ехали не в BMW трешке. Сейчас мы это... Они едут в семерке. Они едут не в трешке. В трешке BMW я сидел. Там не вот так сидишь. В общем, пора заканчивать с этим видосом. Машину сделали они волшебным образом. Двигатель Toyota. Собирали тойотовский двигатель в BMW E30. При этом собрали из нее какого-то хера семерку BMW. Интересный момент. Но вот на последнем видео это семерка BMW реально. Там, ну, последняя вот эта вставка, где они уже типа готовая машина, она, во-первых, серая, а не черная. Они в черной красили. И сама машина серая, а не черная. А во-вторых, BMW семерка, а не тройка. В общем, бог им судья, но восстановили знатно. Красиво было. Спасибо большое всем, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите газлайты. Шучу, не надо, не пишите. Вот, и всем пока.